Федор, как хорошо посидеть после матча, правда? Да, Анна, ноги устали, но игра была отличная. Ты сегодня очень быстро бегал по корту. Спасибо, но твой форхенд был сильнее, чем обычно. Я старалась. Вчера долго тренировалась на подачу. Это заметно. Ты трижды сделала эйс. А ты ловко отбивал мои удары. Реакция супер. Наверное, потому что я хорошо выспался сегодня. Я тоже спала крепко, слышала дождь ночью. Да, утром корт был мокрый. Хорошо, что подсохло. В Питере всегда переменчивая погода. Ты помнишь нашу первую встречу на турнире? Конечно, это было 3 года назад в Казани. Я тогда проиграл тебе с большим счетом. Но ты не расстроился. Мы сразу подружились. Мне понравилось, как ты улыбалась после победы. Ты тогда сказал, главное не победа, а дружба. Это правда. Спорт сближает людей. А сколько турниров мы вместе сыграли за это время? Кажется, больше 10. Особенно люблю играть в паре. Я тоже. В паре нам всегда весело. Помнишь смешной случай на турнире в Сочи? Когда мяч улетел за забор. Конечно! Судья тогда долго смеялся. Зато потом мы выиграли тот матч. Да, отличные воспоминания. Ты будешь участвовать в летнем турнире? Хочу, если получится, взять отпуск на работе. А где он будет проходить в этом году? В Екатеринбурге, на новых кортах. Там хорошие условия для игры? Говорят, покрытие отличное и раздевалки новые. Здорово. После игры хочется комфорта. Особенно душ и горячий чай. Я обычно беру с собой термос с чаем и лимоном. А я предпочитаю воду и бананы для энергии. Бананы– классика. Тренер всегда советует их. А твой тренер строгий человек? Он требовательный, но всегда поддерживает меня. Мне повезло с тренером тоже. Он из Москвы. Ты давно занимаешься теннисом? С детства, с 7 лет. А ты? Я начала позже, в 12 лет. Но ты быстро догнала своих сверстников. Спасибо. Я очень люблю этот спорт. Теннис учит терпению и дисциплине. И помогает найти хороших друзей. Как мы с тобой. Без тенниса мы бы не встретились. Да, это точно. Мне приятно дружить с тобой. Мне тоже. Мы можем говорить обо всем. Ты часто бываешь в спортзале зимой? Да, чтобы не потерять форму между сезонами. Я люблю бегать на беговой дорожке. А я больше занимаюсь с мячом даже зимой. Хорошая привычка. Техника важна всегда. Иногда смотрю матчи по телевизору для вдохновения. Я тоже. Люблю смотреть, как играет Медведев. Он отличный игрок, много учусь у него. А у тебя есть любимый игрок? Мне нравится Карен Хачанов. Он всегда спокоен на корте. Да, это помогает в трудных моментах. А ты волнуешься перед матчем? Иногда, но стараюсь глубоко дышать и улыбаться. Мой секрет– слушать любимую музыку перед игрой. Кого ты слушаешь? Чаще всего Земфиру или Би-2. Хороший выбор. Музыка помогает настроиться. А у тебя есть ритуал перед игрой? Я всегда завязываю кроссовки 2 раза. Забавно. Наверное, это приносит удачу. Наверное. А еще беру с собой счастливую повязку. Я видела, она синяя с белым узором. Это подарок от бабушки на первый турнир.
Какая трогательная история. Ты тоже что-то носишь на удачу? Да, у меня есть маленький кулон от мамы. Он всегда с тобой? Да, особенно на важных матчах. Хорошо, когда есть поддержка семьи. Мои родители часто приходят на мои игры. Мои редко, но всегда звонят и желают удачи. В детстве я мечтала стать чемпионкой. А сейчас мечтаешь о чем-нибудь? Хочу поехать на большой турнир за границей. Например, на Ролан Гаррос? Да, или хотя бы посмотреть, как играют там. Я тоже хочу побывать на таком турнире. Может, когда-нибудь поедем вместе? Отличная идея, Анна. А пока будем играть здесь, на нашем корте. Корт уютный и всегда есть друзья рядом. Да, атмосфера здесь домашняя. Ты после тренировки обычно что ешь? Люблю гречку с овощами и курицей. А я предпочитаю пасту с сыром. После матча всегда хочется чего-то вкусного. Иногда покупаю мороженое в киоске у парка. Я люблю пломбир, особенно летом. Кстати, сегодня тепло, может, возьмем мороженое? Да, после отдыха обязательно. Ты чувствуешь, что стала играть лучше за год? Да, я стала увереннее на корте. Я тоже. Ты часто помогаешь советам. Спасибо, ты тоже меня многому учишь. В команде всегда легче учиться. Дружеская поддержка очень важна. Ты поедешь к родителям на выходные. Да, они ждут меня в Твери, а ты? Я останусь в городе, буду тренироваться. Не забудь отдохнуть. Перетренироваться плохо. Ты права, иногда надо просто гулять в парке. Я люблю гулять вдоль Невы вечером. Это красиво, особенно летом. Особенно после дождя, воздух свежий. Анна, спасибо за игру сегодня. Спасибо тебе, Федор. Было весело и интересно. Давай договоримся играть чаще вместе. С удовольствием. Ты хороший партнер. Ты тоже. Вместе мы сильная команда. Давай возьмем воды и немного отдохнем. Хорошая идея. Потом можем посмотреть, кто играет дальше. Может, встретим наших друзей на корте. Тогда договоримся сыграть в парный матч. Я всегда за. Вместе веселее. Ты хочешь попробовать себя в тренерской роли? Иногда думаю об этом. А ты? Я тоже. Мне нравится учить детей. Я помогала младшей сестре с теннисом. У нее есть успехи? Она выиграла школьный турнир в этом году. Поздравляю. Ты хороший пример для нее. Спасибо, стараюсь поддерживать ее. Хорошо, что у нас есть любимое дело. Да, теннис – это часть нашей жизни. Давай не будем терять энтузиазм. Обязательно. Вместе мы можем многое. Пора возвращаться на корт. Давай еще немного посидим и поговорим. Мне нравится проводить время с тобой. И мне. С тобой легко и интересно. Тогда впереди еще много совместных турниров. Я верю в это. Спасибо за дружбу. Спасибо тебе, Анна. Какой чудесный день для прогулки в горах. Да, солнце светит, небо чистое, настоящее лето. Ты часто ходишь в походы, Дима? В детстве я часто гулял с родителями в лесу. Но в горы редко выбирался. А ты, Марина? Я тоже ходила с семьей. Мы ездили на Алтай. У нас были палатки и костер по вечерам.
О, как интересно. Я всегда мечтал ночевать в палатке. Это весело, но иногда ночью было холодно. Смотри, какая красивая тропинка перед нами. Да, и все вокруг зеленое, свежий воздух. Я так люблю запах хвои. Я тоже. Хвойные леса всегда напоминают мне детство. Ты слышишь? Кажется, птицы поют где-то рядом. Да, кажется, это соловей или зяблик. У тебя есть любимая птица? Я люблю синиц. Они такие смешные и подвижные. А мне нравятся ласточки. Они красивые и быстрые. Смотри, там что-то двигается в траве. Может быть, это белка или ежик? Похоже на белку, смотри, как быстро она бегает. Да, я вижу. Она нашла орех и ест его. В детстве я часто кормил белок в парке. А я боялась, что белка укусит меня за палец. Они редко кусаются, если не пугать их. Ты слышишь? Вон шумит ручей за деревьями. Да, люблю слушать воду. Это очень успокаивает. Вода всегда такая прозрачная в горах. Ты когда-нибудь ловила рыбу в реке? Нет, но мой брат любит рыбачить на Волге. Я ловил рыбу с дедушкой, когда был маленьким. Какие у тебя были любимые игры в детстве? Я играл в прятки и в футбол с друзьями. Я тоже любила прятки, особенно во дворе летом. Смотри, впереди идут туристы с большими рюкзаками. Да, наверное, они идут до самого озера. Ты хочешь дойти до вершины сегодня? Думаю, да. Виды с вершины всегда самые красивые. Я согласен. Оттуда видно весь город и леса. Смотри, слева пасутся коровы, такие мирные. Да, и еще вон там овцы. Обычно их пасет пастух. В горах всегда так спокойно и тихо. Иногда хочется остаться здесь подольше. У тебя есть фотоаппарат? Я хочу сделать снимок. Да, вот мой телефон. Давай сфотографируемся вместе. Отличная идея. Будет памятное фото. Улыбайся. Готово. Очень хороший кадр. Спасибо. Ты хорошо фотографируешь. Спасибо, Марина. Я стараюсь. Ты когда-нибудь видел диких животных в горах? Однажды я увидел оленя. Он быстро убежал. Я бы хотела увидеть лису или зайца. Возможно, нам повезет сегодня. Смотри, вон там голубые цветы. Как они называются? Это, кажется, колокольчики. Очень красивые. Я люблю собирать полевые цветы, но только немного. Правильно, нельзя рвать все цветы. Ты пьешь воду из родника? Иногда да, но сначала кипячу ее. Моя бабушка всегда говорила так делать. Мудрая женщина. Безопасность прежде всего. О, слышишь? Кажется, где-то стучит дятел. Да, звук такой характерный. Тук-тук-тук. Смотри, дети бегают по тропинке с палками. Наверное, они играют в индейцев или пиратов. Я тоже так играла в детстве с друзьями. Иногда кажется, что в горах время идет медленнее. Да, здесь совсем не хочется спешить. Ты бы хотела жить в горах? Может быть, летом. Зимой здесь слишком холодно. Это верно. Я люблю лето больше, чем зиму. Я люблю, когда тепло и яркое солнце. А я люблю весну, когда все расцветает. Какая у тебя любимая еда в походах? Я люблю бутерброды с сыром и яблоки. Я всегда беру с собой орехи и шоколад. Это вкусно и дает много энергии. Знаешь, у меня были любимые пирожки с картошкой.
Моя мама часто пекла пирожки с капустой. Смотри, облака похожи на корабли. Да, и еще на барашков. Очень красиво. Ты умеешь определять стороны света? Да, по солнцу и мху на деревьях. Это полезный навык для туриста. Мой дедушка учил меня этому в детстве. Смотри, там кто-то фотографирует пейзаж. Наверное, художник или блогер. Я люблю рисовать пейзажи акварелью. Ты берешь с собой блокнот для рисунков? Иногда да, особенно в отпуске. Я бы хотел посмотреть твои работы. Может быть, покажу тебе после прогулки. С удовольствием. Я люблю искусство. Как ты думаешь, сколько еще идти до вершины? Думаю, около часа. Мы идем хорошим темпом. Ты не устал? Можем сделать короткий перерыв. Нет, пока все хорошо, но можем отдохнуть. Давай посидим на этом большом камне. Отсюда открывается красивый вид на долину. Смотри, там видно маленькое озеро. Да, вода голубая, как небо. Я бы хотела искупаться, но вода, наверное, холодная. В горах вода всегда холодная, даже летом. Ты умеешь плавать? Да, я учился плавать в бассейне в школе. Я люблю плавать в реке летом. Ты когда-нибудь видела горную козу? Нет, только на картинках. А ты? Я тоже нет, но слышал, что они живут здесь. Может быть, нам сегодня повезет. Будем смотреть внимательно. Смотри, облака начинают закрывать солнце. Возможно, скоро пойдет дождь. У нас есть плащи, если что. Да, всегда лучше быть готовым к перемене погоды. Ты боишься грома? Нет, но мне не нравится сильный ветер. Я боюсь молнии, особенно в горах. Главное — уйти с открытого места. Ты знаешь простую песню о горах? Да, в ополе береза стояла. Люблю ее. Моя бабушка всегда пела ее мне на ночь. Моя тоже. Такие песни очень теплые. Мне нравится, что в горах слышно только природу. Да, здесь нет шума машин и городской суеты. Ты когда-нибудь встречал медведя? Нет, и не хочу. Лучше видеть их только в зоопарке. Я тоже, но они красивые на расстоянии. Лучше пусть нас встречают только белки и птицы. Смотри, вон там стоит белая лошадь. Ого, какая она высокая и грациозная. Я в детстве мечтала кататься на лошади. Я однажды катался, было очень страшно сначала. Но потом понравилось, да? Да, это было весело и необычно. Какие у тебя были мечты в детстве? Я мечтал стать путешественником и объехать Россию. А я хотела стать художницей и рисовать природу. У тебя хорошо получается, ты талантливая. Спасибо, Дима, ты добрый друг. Спасибо, Марина, мне приятно гулять с тобой. Идем дальше? Впереди тропинка становится круче. Да, не будем задерживаться. Вперед к вершине. Здравствуйте, можно сесть рядом. Здравствуйте, конечно, садитесь. Спасибо, я Марина, а вы? Я Сергей, приятно познакомиться. Мне тоже приятно. Хороший праздник сегодня. Да, весело, я каждый год прихожу. Я здесь впервые. Очень нравится атмосфера. У нас всегда так тепло и дружно. А вы местный житель? Да, я живу в этой деревне всю жизнь. Здорово. А вы работали раньше?
Да, я был пожарным 30 лет. Ого, это опасная работа. Да, иногда было страшно, но я любил свою работу. Вы спасли много людей? Бывало, иногда удавалось спасти целую семью. Вы, наверное, герой для многих. Я просто делал свою работу, как все. Расскажите, как вы стали пожарным? После армии я искал работу и пошел в пожарную часть. Где вы служили в армии? В Самаре, в инженерных войсках. А потом сразу вернулись сюда? Да, мне здесь нравится, родные места, друзья. Понимаю. Деревня очень красивая. Особенно летом, когда все цветет. Да, я видела много цветов по дороге. В июле у нас всегда праздник деревни. Вы любите такие праздники? Конечно, тут встречаются все знакомые. Я уже познакомилась с соседями по столу. Это хорошо, здесь люди добрые. Похоже, все друг друга знают. Да, у нас маленькая, дружная деревня. А как проходит обычный день пожарного? Утром проверка техники, потом учеба. Если вызов, быстро едем на место. А много было пожаров? Бывало по-разному, но летом всегда больше работы. Из-за жары? Да, и люди часто забывают выключить плиту. Бывает и такое. А животных спасали? Конечно, кошек с деревьев снимали часто. Однажды спасли собаку из колодца. Бедная собака, она не пострадала? Нет, все хорошо, потом все радовались. Вы любите животных? Очень. Дома у меня кот Барсик. Какой он? Большой? Большой, рыжий и очень ленивый. Звучит мило, а у меня собака. Как зовут вашу собаку? Шарик. Ему уже 5 лет. Собаки – лучшие друзья человека. Согласна. Он всегда встречает меня радостно. А вы из какого города? Я из Твери. Приехала к подруге. Тверь – красивый город, я там бывал. Правда? Когда вы были в Твери? 5 лет назад на экскурсии. Что вам больше всего понравилось? Волжская набережная. Очень красиво. Да, я люблю гулять там летом. А вам нравится деревня или город больше? В городе удобно, но в деревне спокойнее. Я бы не смог жить в большом городе. Почему? Слишком шумно, много людей, мало природы. Понимаю. Мне тоже нравится тишина. Здесь можно слышать, как поют птицы. Да, я сегодня утром слушала жаворонка. А какие блюда вы уже попробовали на празднике? Я ела пироги и шашлык, а вы? Я всегда беру уху и квас. Квас вкусный, особенно в жару. Согласен. А пироги с чем были? С картошкой и грибами очень вкусно. У нас здесь грибов много в лесу. Вы ходите за грибами? Да, каждую осень. Люблю собирать белые грибы. Я боюсь спутать съедобные и ядовитые. Нужно ходить с опытным грибником. Может, в следующий раз вы покажете? С удовольствием. Я знаю хорошие места. Спасибо. А вы сами готовите? Иногда суп и картошку жарю сам. Молодец. Я тоже люблю готовить дома. А какое ваше любимое блюдо? Мне нравится борщ и оливье. Борщ – классика. Я тоже люблю. Ваша жена тоже готовит вкусно. Да, она мастер по выпечке. Какой у нее фирменный пирог?
С яблоками и корицей. Всегда ароматно. Звучит аппетитно. Если захотите, приходите в гости. Спасибо за приглашение. Очень приятно. Пожалуйста, у нас двери всегда открыты. У вас большая семья? 2 детей и 3 внуков. Здорово. Внуки часто приезжают? Каждые выходные помогают по хозяйству. Играют во дворе? Да, любят кататься на велосипеде и ловить рыбу. У вас есть река рядом? Да, река Волга недалеко. Я люблю плавать. Вода чистая? Чистая. Местные купаются все лето. Завидую. В городе редко найдешь такую реку. Здесь природа – наше богатство. А зимой чем занимаетесь? Гуляю в лесу, иногда катаюсь на лыжах. У вас настоящая зима с снегом. Да, в январе много снега, лед на реке. Красиво. Я люблю смотреть на снегопад. Согреваемся у камина, пьем чай с вареньем. Варенье свое. Да, жена варит из малины и смородины. Я люблю малиновое варенье. Угостим обязательно, когда приедете. Спасибо большое. Вы очень гостеприимны. У нас так принято, всегда рады гостям. А вы часто встречаетесь с друзьями? Да, по выходным играем в домино. Интересно. Я не умею играть в домино. Научу, если захотите. Это просто. Спасибо. Люблю узнавать новое. Вы быстро научитесь. А расскажите смешную историю из вашей работы. Однажды мы спасали козу с крыши. Козу? Как она туда попала? Залезла по доске, а слезть не смогла. Смешно. А вы не испугались? Нет, но коза испугалась больше нас. И как вы ее сняли? Я взял на руки и спустился по лестнице. Вы сильный человек. Спасибо, было весело, все смеялись. У вас много историй. Работа пожарного всегда приключение. А теперь вы на пенсии? Да, уже 5 лет как на пенсии. Не скучно вам без работы? Нет, дел много. Огород, внуки, рыбалка. Вы счастливый человек. Спасибо, я доволен своей жизнью. Это главное – быть довольным. А вы чем занимаетесь? Я преподаватель в школе. Это важная профессия. Какой предмет? Я учу детей английскому языку. Очень полезно. Сейчас все хотят учить языки. Да, дети любознательные. Молодежь сейчас умная. Спасибо. А как вы отдыхаете летом? Я гуляю, читаю книги, встречаюсь с друзьями. Какие книги любите? Детективы и исторические романы. Я тоже люблю детективы. А ваш любимый автор? Агата Кристи. А ваш? Я люблю Чейза, у него интересные сюжеты. Я читала одну его книгу. Как вам праздник сегодня? Очень нравится. Музыка, еда, люди. Скоро будет концерт на площади. Я бы хотела послушать музыку. Пойдем вместе после ужина. С удовольствием. Спасибо за компанию. Спасибо вам за интересный разговор. До встречи на концерте. До встречи, Марина. Привет, Павел. Спасибо, что пригласил меня готовить. Привет, Оля. Очень рад, что ты пришла. Я немного волнуюсь. Я не очень умею готовить. Не переживай, все получится. Начнем вместе. Что мы будем готовить сегодня?
У нас будет салат, жаркое и яблочный пирог. Ого, 3 блюда – это интересно. Начнем с салата. Ты любишь огурцы и помидоры? Да, очень люблю. А что еще в салат? Еще лук, зелень и немного масла. Хорошо. Помыть овощи? Да, помой помидоры и огурцы. Я всегда боюсь, что нарежу не так. Нарезай кружочками, так проще всего. Вот так? Покажи, пожалуйста. Вот, держи нож, осторожно. Спасибо. Теперь огурцы тоже режу? Да, режь огурцы и положи в миску. Я люблю, когда салат свежий и хрустящий. Я тоже. Сейчас нарежу лук. Ты быстро режешь, я пока учусь. Со временем получится быстрее. Добавляем зелень? Какую? Петрушку и укроп, если хочешь. Да, давай укроп. Я люблю его запах. Вот зелень. Можешь мелко порезать ее. Готово. Теперь все смешать? Да, перемешай и добавь соль. Сколько соли нужно? Пол чайной ложки будет достаточно. Я добавила соль. Теперь масло? Да, пару ложек подсолнечного масла. Салат готов. Он такой яркий. Отлично, поставим его в холодильник. Теперь готовим горячее. Да, будем делать жаркое с мясом и картошкой. Я не часто готовлю мясо. Это сложно? Нет, все просто. Я покажу тебе. Какое мясо мы используем? Свинина. Она быстро готовится и вкусная. Нужно резать мясо мелко. Да, кубиками. Я начну, а ты почисти картошку. Сколько картошек нам нужно? 5 штук хватит на двоих. Я уже почистила картошку. Что дальше? Порежь ее небольшими кусочками. Готово. Теперь все в сковороду. Сначала обжарим мясо, потом добавим картошку. Нужно много масла для жарки. Нет, пару ложек хватит. Я часто забываю, что зачем идет. Главное не спешить, все делать спокойно. Мясо уже жарится. Запах очень вкусный. Теперь добавим картошку и немного воды. Я налью воды. Сколько нужно? Полстакана, чтобы картошка не подгорела. Добавила воду. Перемешать все? Да, и накрой крышкой на 20 минут. У нас есть морковь или лук для жаркого. Да, вот морковь. Порежь кружочками. Готово. Добавить в сковороду? Да, клади морковь и немного лаврового листа. Я часто вижу лавровый лист в блюдах у мамы. Это классика. Давай попробуем вместе. Жаркое нужно солить. Да, щепотку соли и немного перца. Я часто забываю про перец. Спасибо, что напомнил. Не за что. Теперь пусть тушится. У нас есть время для десерта. Да, пока жаркое готовится, займемся пирогом. Я никогда не пекла пирог сама. Сегодня научишься. У нас будет яблочный пирог. Что нужно для теста? Яйца, сахар, мука и немного масла. Я могу разбить яйца? Конечно, 3 яйца в миску. Я разбила яйца. Что теперь? Добавь 4 ложки сахара и взбей венчиком. Я люблю сладкое. Можно чуть больше сахара? Да, конечно. Как тебе нравится? Добавила сахар. Теперь что? Добавляем стакан муки и немного масла. Я все перемешала. Получилось густое тесто. Отлично. Теперь почистим яблоки. Сколько яблок нужно? 2-3 яблока нарежь дольками.
Яблоки готовы. Кладем их в тесто? Да, перемешай аккуратно яблоки с тестом. Все готово. Куда выкладывать? Вылей в форму для выпечки, я включу духовку. Сколько времени печь пирог? Около 40 минут при 180 градусах. Пахнет очень вкусно. Я уже хочу попробовать. Немного терпения, скоро будет готово. Хочется чаю к пирогу. У тебя есть чай? Да, у меня есть черный и зеленый чай. Я люблю черный чай с лимоном. Отличный выбор. Сейчас поставлю чайник. Пока все готовится, расскажи, как ты научился готовить. Я учился у бабушки. Она готовила очень вкусно. Я тоже любила помогать бабушке на кухне. Это хорошая традиция – готовить всей семьей. Ты часто готовишь дома? Да, почти каждый день. Мне это нравится. А у тебя есть любимое блюдо? Я люблю борщ и пельмени, а ты? Я очень люблю вареники с вишней. Это вкусно. Когда-нибудь приготовим вместе. С удовольствием. Ты покажешь, как лепить? Конечно, это несложно. Все получится. Уже хочется попробовать наш пирог. Давай посмотрим в духовку. Пирог стал золотистым. Значит, готов? Да, сейчас выну его. Осторожно, горячо. Пахнет яблоками и сахаром. Очень аппетитно. Дадим пирогу немного остыть. Я уже накрыла на стол. Салат поставить? Да, вынеси салат и нарежь хлеб. У тебя очень уютная кухня. Спасибо. Я люблю готовить в тишине и покое. Мне здесь тоже нравится. Очень приятно готовить вместе. Я рад, что тебе понравилось. Давай попробуем жаркое. Пахнет очень вкусно. Давай, клади себе, сейчас дам ложку. Очень вкусно. Мясо мягкое, картошка нежная. Спасибо, старался. Рад, что тебе нравится. Салат тоже получился свежий и сочный. Ты отлично справилась с нарезкой. Спасибо, я учусь у тебя. А теперь попробуем наш пирог. Он мягкий и сладкий, очень вкусно. Рад, что тебе нравится. Ты молодец. Спасибо за урок. Сегодня я многому научилась. Я всегда рад помочь. Готовить вместе – это здорово. Давай повторим это как-нибудь еще. Обязательно. Жду тебя снова на кухне. Спасибо, Павел, было очень вкусно и весело. Спасибо тебе, Оля. Приятного вечера. Тебе тоже хорошего вечера и до встречи. До встречи, Оля. Увидимся скоро. Здравствуйте, можно присесть рядом? Конечно, садитесь. Место свободно. Спасибо. Какой сегодня хороший день. Да, солнце светит, настроение отличное. Вы часто ездите этим автобусом? Каждый день. Я работаю в центре. А кем вы работаете, если не секрет? Я врач в городской поликлинике. Очень нужная профессия. Я инженер. Интересно, где вы работаете? В IT-компании недалеко от вокзала. Вы на работу сейчас едете? Нет, сегодня выходной. Еду к сестре. Это замечательно. У меня сегодня смена. Вы любите свою работу? Очень. Мне нравится помогать людям. Это здорово. Я тоже люблю свою профессию. А сколько времени вы работаете инженером? Уже 10 лет. Время летит быстро. Да, время всегда бежит незаметно. Вы родом из этого города? Нет, я из Нижнего Новгорода.
О, красивый город, я там был летом. Правда? Вам понравилось? Очень. Волга и набережная прекрасные. Я скучаю по дому, но здесь тоже хорошо. А что вам больше всего нравится здесь? Мне нравится парк и уютные улицы. Я люблю наш старый парк тоже. Вы здесь давно живете? 7 лет уже. Сначала было трудно. А сейчас вы привыкли. Да, у меня здесь много друзей. Это главное, хорошие люди рядом. А у вас есть семья здесь? Нет, моя семья осталась в Нижнем Новгороде. Вы часто к ним ездите? Редко, только на праздники, далеко. Понимаю, это нелегко. Зато есть интернет, всегда можно позвонить. Правильно, современные технологии помогают. Вы любите путешествовать? Очень. Я был в Санкт-Петербурге и Казани. Я мечтаю поехать в Казань. Говорят, красиво. Да, старинный город, вкусная кухня. Я люблю татарские пироги и чак-чак. Я тоже, особенно чак-чак с чаем. Вы любите чай или кофе больше? Я больше люблю чай. А вы? Я тоже. Утром всегда пью крепкий чай. С сахаром или без? Без сахара, но с лимоном. Очень по-русски. Я тоже так иногда делаю. А вы завтракаете дома или в кафе? Обычно дома. Люблю кашу на завтрак. Я тоже, особенно овсяную кашу. С фруктами очень вкусно. А вы готовите сами? Иногда, но часто ем в столовой на работе. У нас в поликлинике тоже есть столовая. Удобно, когда не нужно носить еду с собой. Да, это экономит время. Вы часто ездите на автобусе. Почти каждый день. Машины у меня нет. Я тоже езжу на транспорте. Пробки надоели. Да, утром всегда много людей. Сегодня, кажется, меньше пассажиров. Наверное, потому что суббота. Вы любите выходные? Конечно, можно встретиться с друзьями. Я тоже люблю гулять в выходные. А где вы любите гулять? В парке или у озера, если погода хорошая. Сегодня отличная погода для прогулки. Да, небо голубое, тепло. А вчера был дождь, улицы были мокрые. Я попал под дождь, зонт забыл дома. Надо всегда носить зонт в сумке. Согласен. А вы часто смотрите прогноз погоды? Каждое утро. Не люблю сюрпризы. Я иногда забываю, потом жалею. В этом году весна холодная, правда? Очень. Обычно в мае теплее. Но скоро лето. Любите лето? Да, люблю тепло и солнце. Я жду, когда можно будет ездить на дачу. У вас есть дача? Да, маленький дом у реки. Как здорово, вы там выращиваете овощи. Да, помидоры, огурцы, клубнику. Свои овощи самые вкусные. Согласна. А вы любите работать в саду? Мне нравится, это отдых для души. Мне тоже нравится копаться в земле. А у вас есть домашние животные? Да, кошка Маша. Очень ласковая. Я люблю кошек, у меня был кот Барсик. Почему был? Он жил у меня много лет, потом умер. Очень жаль. Коты – настоящие друзья. Согласен, может, заведу нового котенка. Ну вот, мы уже почти приехали. Да, осталось 2 остановки. Кстати, вы читаете новости?
Иногда, сейчас много говорят про футбол. Вы болеете за какую-то команду? Я за «Спартак», а вы? Я не фанат, но смотрю матчи с друзьями. Это весело, особенно если команда выигрывает. Да, у нас всегда горячий чай и пироги. Уютно. Любите готовить пироги. Очень. Моя бабушка учила меня печь. А какой пирог ваш любимый? С яблоками и корицей. А у вас? Я люблю пироги с мясом. Вы когда-нибудь были на Масленице? Да, люблю блины и праздник. Я тоже пеку блины всей семье. Блины с медом – объедение. А у вас есть любимый праздник? Наверное, Новый год, волшебное время. Я тоже люблю Новый год. Ёлка, подарки. Скоро лето, будут другие праздники. Да, будем отмечать День города. Я всегда хожу смотреть салют. А я люблю концерты на площади. Сколько всего интересного у нас. Согласна. В нашем городе никогда не скучно. Вот и моя остановка. Было приятно познакомиться. Мне тоже очень приятно. Хорошего дня. Спасибо и вам удачной смены. Спасибо. До свидания. До свидания. Паша, ты пришел. Как хорошо тебя видеть. Привет, Катя. Я тоже рад тебя видеть. Смотри, какой уютный у нас сегодня вечер. Да, вся семья в сборе, тепло и спокойно. Как у тебя дела на работе? Все по-старому, я все еще инженер-программист. Ты всегда был таким стабильным. А у тебя как лето прошло? Ты что-то говорила о работе. О, я перепробовала много всего этим летом. Правда? Расскажи подробно, интересно. Сначала я работала в фудтраке на набережной. Ух ты, это же модно сейчас. Что продавали? В основном бургеры, картофель фри и лимонад. Люди были веселые, особенно в жару. Ты сама готовила или только продавала? Я все делала, и готовила, и принимала заказы. Не устала? Там же целый день на ногах. Конечно, уставала, но было весело. Потом меня пригласили быть гидом для туристов. Гидом? По нашему городу? Да, я водила группы по центру Ярославля. Ты рассказывала про историю города. Да, учила интересные факты и легенды. Тебе нравится общаться с людьми? Очень! Туристы задавали смешные вопросы. Какие, например? Одна туристка спросила, есть ли у нас медведи на улицах. Смешно. Я бы тоже удивился. А еще работала официанткой в кафе «Уют». Это то, где подают пирожки и чай с малиной. Да, именно. Там всегда много гостей. Было трудно работать официанткой? Бывало сложно, особенно в выходные. Но у нас был дружный коллектив. Ты научилась быстро носить подносы. Сначала уронила чайник, потом привыкла. Главное – опыт, а чаевые хорошие? Когда улыбаешься, всегда больше чаевых. А после кафе ты еще где-то работала? Да, подрабатывала няней у соседей. Сколько было детей? 2, мальчик 5 лет и девочка 3 лет. С малышами трудно, наверное. Иногда, но они очень милые. Мы рисовали, строили замки из кубиков. Ты умеешь ладить с детьми, молодец. Спасибо, мне нравится быть полезной. А ты не думала остаться в одной из этих работ? Пока не решила, хочу попробовать все.
А я вот уже 10 лет в одной фирме. Тебя это не утомляет? Все одно и то же? Иногда скучно, но стабильность важна. Ты ведь разрабатываешь программы? Да, пишу код для банковских систем. Звучит сложно. Я бы не справилась. Ты бы справилась, если захотела. Может быть, но мне нравятся творческие дела. Работа с людьми – это тоже искусство. Ты прав. А ты бы хотел попробовать что-то новое. Иногда думаю, но не решаюсь. А если бы не программирование, кем бы ты был? Может быть, учителем или инженером-строителем. Ты всегда любил математику и чертежи. Да, с детства тянуло к точным наукам. А мне всегда нравилось общаться и помогать. У нас очень разные интересы. Но зато вместе всегда интересно. Верно, в семье должно быть разнообразие. Мама сегодня приготовила твой любимый салат. Я уже заметил, оливье с горошком. А папа снова рассказывает истории о молодости. У него всегда интересные рассказы. Ты помнишь, как он ездил автостопом в Казань? Да, и чуть не опоздал на свадьбу. Семейные вечера такие уютные. Я тоже это очень ценю. Ты часто встречаешься с друзьями после работы. Не очень часто, все заняты. А ты работаешь дома или в офисе? Чаще всего дома, иногда в офисе. Мне нравится работать с людьми, а не за компьютером. У каждого свои плюсы. Мне нравится тишина. Ты не чувствуешь себя одиноко дома? Иногда, но я слушаю музыку или радио. Какая музыка тебе нравится? Русский рок и классика. А тебе? Я люблю поп-музыку и народные песни. Помнишь, как на даче мы пели под гитару? Конечно, было весело и душевно. Ты еще играешь на фортепиано? Да, иногда дома для себя. Может, сыграешь на следующей встрече? С удовольствием, только не забудь напомнить. Обязательно напомню, ты талантливая. Спасибо, а ты всегда меня поддерживаешь. Ты моя сестра, это важно для меня. А ты помогаешь мне советами. Ты думаешь вернуться в фудтрак? Возможно, но хочется попробовать новое. Что бы хотела попробовать еще? Может быть, аниматором на детском празднике. Это интересно. Ты любишь радовать детей. Да, у меня хорошо получается. Я бы хотел увидеть, как ты работаешь. Приходи как-нибудь, если будет праздник. Обязательно. А ты бы не хотела свой бизнес? Иногда думаю открыть маленькое кафе. Это замечательная идея. Я помогу с сайтом. Спасибо, ты всегда выручаешь. Для сестры ничего не жалко. А ты бы сам не хотел открыть свое дело. Может быть, когда-нибудь на пенсии. Ты всегда так серьезен. А ты всегда мечтательница. Вот поэтому мы хорошо друг друга понимаем. У тебя много идей, я поражаюсь. Я просто люблю пробовать новое. И это здорово, я горжусь тобой. Спасибо, Паша, ты мне очень дорог. Ты мне тоже, Катя. Семья – это главное. Давай выпьем за семью и за лето. Давай, пусть впереди будет много хорошего. Ты часто вспоминаешь наше детство. Да, особенно летние каникулы у бабушки. Как мы ловили рыбу на Волге. И ели горячую кукурузу на пляже. Я рада, что у нас такие воспоминания. Я тоже. Надеюсь, еще много впереди.
Ты хочешь поехать в отпуск этой осенью? Пока не знаю, но было бы здорово. Может, съездим вместе в Сочи? Это отличная идея. Можно и поработать, и отдохнуть. Я согласна. Обсудим позже детали. Хорошо, буду ждать. Ты всегда все организуешь. Я люблю планировать путешествия. А я люблю, когда все уже готово. Мы с тобой отличная команда. Это точно, Катя. Спасибо за разговор. Спасибо, что слушаешь и поддерживаешь меня. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. И ты на меня. Люблю тебя, брат. И я тебя, сестренка. Давай еще по кусочку пирога, пока все не разобрали. Давай, пока мама не увидела. Семейные вечера самые лучшие. Согласен. Пусть их будет больше. Давай почаще устраивать такие вечера. Обязательно, Катя. Это всегда радость. Тогда за нас и за нашу дружную семью. Как красиво здесь у моря, правда, Оля? Очень. Мне нравится смотреть на воду. Этот порт напоминает мне детство в Сочи. Ты часто бывал у моря, когда был маленький? Да, каждое лето ездили всей семьей. У меня такого не было. Я из Москвы. Там только река, но море совсем другое. Да, тут воздух свежий и чайки кричат. Мне нравится этот запах соли и пиццы. Пицца вкусная, спасибо, что выбрала ее. Ты любишь пиццу с грибами? Я обожаю. Да, но я больше люблю с ветчиной. Ты знаешь, мне нравится просто быть здесь. А мне нравится разговаривать с тобой. О чем хочешь поговорить сегодня? Может, о любви у меня все сложно. Сложно? Почему? Что случилось? Я расстался с Леной месяц назад. Ой, прости. Тебе тяжело? Да, иногда скучаю, но было много проблем. Что было самым трудным для тебя? Лена не доверяла мне, часто злилась. Доверие – это важно. Без него трудно. А у тебя как в отношениях, Оля? У меня был парень, Сергей. Мы вместе год. Но он переехал в другой город. Вы общаетесь сейчас? Редко. Он постоянно занят работой. Тебе этого не хватает? Да, мне хочется тепла и внимания. Отношения на расстоянии всегда сложные. Я иногда думаю, стоит ли продолжать. А он хочет быть с тобой. Говорит, что да, но устал от поездов. Я понимаю, Питер-Москва не близко. Скучаю по простым встречам, прогулкам. А у Сергея есть друзья в новом городе? Да, у него там коллеги, но я их не знаю. Ты не ревнуешь? Иногда, если честно. А ты ревнивый? Был раньше, теперь учусь доверять. Это трудно, когда уже был предан. Да, прошлые ошибки мешают новым отношениям. Но ведь без доверия счастья не будет. Ты права. А у тебя были хорошие примеры? Мои родители 30 лет вместе, всегда вместе. Они ссорятся, но быстро мирятся. Здорово. Мои родители тоже дружные. Они любят гулять вдвоем по парку. А у тебя есть друзья, которые часто ссорятся? Да, Дима и Аня постоянно ругаются. Но все равно вместе? Да, не могут друг без друга. Иногда любовь – это терпение. А иногда надо уметь отпускать. Я часто думаю, что значит настоящая любовь? Для меня это поддержка и доверие. А для меня –
уважение и честность. Важно, чтобы было легко и спокойно. Да, чтобы можно было смеяться вместе. Ты когда-нибудь изменяла кому-то? Нет, я не могу так. А ты? Тоже нет. Я считаю это неправильно. Моя подруга однажды изменила парню. И что было потом? Он все узнал и очень страдал. Это больно. Предательство – тяжелая вещь. Я стараюсь быть открытой в отношениях. Это правильно, иначе только боль. Ты бы простил измену? Не знаю, может быть, но это сложно. А я не смогла бы. Для меня это конец. Ты веришь, что есть любовь на всю жизнь? Хочу верить, но в жизни все меняется. Да, иногда люди уходят, а иногда возвращаются. Моя сестра только что вышла замуж. Поздравляю. Она счастлива? Очень. Они с мужем познакомились в институте. У них красивая история любви? Да, они сначала были друзьями. Потом вдруг поняли, что любят друг друга. Это мило. Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной. А я не всегда. Чувства могут измениться. У тебя есть близкие друзья-мужчины? Есть, но иногда бывает сложно. Иногда кто-то влюбляется, и все меняется. У меня тоже были такие ситуации. Сначала дружба, потом чувства. И что делать в таких случаях? Говорить честно, что чувствуешь. Ты всегда честен с друзьями. Стараюсь быть открытым. Это важно. Я иногда боюсь потерять близких. Я тоже. Но лучше говорить правду. Тебе легко заводить новых друзей? Нет, я стеснительный. А ты? Мне проще, я люблю новые знакомства. У меня мало, но очень верные друзья. Иногда качество важнее количества. Согласен, друзья нужны, чтобы делиться радостью. И чтобы поддерживать в сложные моменты. Ты рассказываешь друзьям о своих отношениях. Да, иногда делюсь, помогает совет. А я часто слушаю, чем делятся другие. Иногда совет друга помогает понять себя. У меня есть друг, который всегда поддержит. Это ценно. А у тебя были друзья, которые предали? Да, один друг однажды солгал мне. Ты простил его? Сначала было трудно, но потом простил. Молодец. Прощение – это сила. Спасибо. А ты умеешь прощать? Стараюсь, но иногда больно. Ты бываешь зла на подруг? Бывает, но мы быстро миримся. Это хорошо. Главное, не держать зла. Ты когда-нибудь терял друга из-за любви? Однажды из-за девушки мы перестали общаться. Ты жалеешь об этом? Да, иногда думаю, что могло быть иначе. Жизнь учит нас быть мудрее. Верно. А что для тебя главное в дружбе? Понимание, поддержка и честность. А в любви Любовь – это забота и уважение. ты бываешь романтичной? Да, люблю сюрпризы и прогулки по вечерам. Я тоже, особенно у моря, как сейчас. Этот вечер особенный. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Оля, с тобой легко говорить. Ты хороший друг. Я ценю это. Я рад, что мы встретились. Давай встречаться чаще. Мне нравится так сидеть. С удовольствием. Может, завтра снова сюда? Давай. И снова купим пиццу. Обязательно. Я угощаю на этот раз.
Договорились. Пусть будет с грибами и сыром. А я выберу сок. Какой твой любимый? Яблочный. А у тебя? Апельсиновый. Будет вкусно. Солнце садится. Так красиво. Да, небо розовое, настроение спокойное. Я люблю такие вечера у моря. Я тоже. Давай просто помолчим немного. Хорошо. Иногда молчание лучше слов.